Спасет ли замок на холодильник от обжорства? Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. В былые времена, когда на кухнях коммунальных квартир стали появляться первые холодильники, замок на их дверцах был самой актуальной деталью. На холодильнике ЗИЛ ручка с замком была та же, что и на грузовике ЗИЛ. И соседи на владельцев этой чудо-техники не обижались, а тихонько завидовали, так как сами держали продукты зимой в авоськах за окном, а летом искали тенечек. Некоторые экземпляры таких холодильников до сих пор работают, а уже столетия скоро отмечать будут. Зачем нужен замок на холодильник? Люди живут в разных условиях. Кто-то в собственной квартире, кто-то до сих пор в коммуналке или общежитии. Холодильник перестал быть экзотикой, доступной только избранным, а его наполнение у всех разное, и соседи тоже разные. Вот и приходится содержимое своего холодильника охранять от соседей, и не обязательно от нечестных, например, даже от своих детей, чтобы не лазили без спроса за неположенным. И умные коты умеют открывать дверцы, и некоторые товарищи, сидящие на строгой диете, не имея твердого характера, могут по ночам нарушать ее. А студенты в общежитии могут просто перепутать, где свой, а где чужой холодильник. Вот и приходится вешать замок и запирать его на ключ. Главное, ключ не потерять. Варианты запоров от детей. Дети лучше взрослых разбираются в новинках техники, а в холодильнике полно всякой вкуснятины. И если мама придет не скоро, а бабушка спит, спасти холодильник от детей может лишь замок. Гибкие пластиковые липучки. В некоторых квартирах, где есть дети, приходится блокировать открытие дверей, шкафов или ящиков. К опасным зонам относятся микроволновые печи, духовки, стиральные машины, окна. Все это детям должно быть недоступно ради их безопасности. А взрослым должно облегчать жизнь. Для этой цели применяются ленты-липучки. Такая лента покрыта улучшенным клеем, он экологически чист и безвреден для ребенка. Можно и по 2-3 в особо опасных местах наклеить, причем на поверхностях различной формы. Взрослым это больших хлопот не доставит, а малыш не сможет открыть то, что не надо. Но когда он подрастет, придется повышать уровень защиты. Магнитные фиксаторы и защелки с рычажком. Применение магнитов для притягивания дверцы к раме известно давно, но жизнь заставляет непрерывно улучшать давно знакомые вещи. Магнитный блокиратор Lockland с фиксатором не очень подходит для запирания холодильника. Но другие дверцы и ящики он от малого исследователя защитит. Блокиратор устанавливается внутри корпуса охраняемой мебели и крепится там на двустороннюю липкую ленту или саморезы. Чтобы открыть дверцу, нужно приложить усилия поболее, чем у ребенка. Конструкция у магнитных блокираторов разная. Существует вариант, при котором совмещаются две магнитные пластинки. Одна из них закреплена на торце дверного полотна, вторая на раме. Усилие удержания в этом варианте совсем малое. Второй вариант ригельный. В раме делается гнездо с магнитиком, а в дверце устанавливается блок с выскакивающим намагниченным ригелем. При закрывании двери ригель притягивается встречным магнитом и соскакивает в гнездо. Вытащить его оттуда можно только специальным рычажком. Такие замки сделаны аккуратно, внешний вид мебели не портят, изготовлены из высококачественного безопасного пластика. Запорные модели от соседей. А вот от соседей иногда замки должны быть гораздо серьезнее, чем от детей. Они бывают встроенные и накладные, еще различают механические и электронные. Механически открываются и закрываются ключом. Для работы с электронным нужно умение набрать на панели или сказать пароль, ответить на вопрос викторины, задать на таймере рабочее время, и дверца будет открытой в указанный промежуток. Нажать кнопку на пульте управления. В качестве пульта может быть использован смартфон с паролем. Можно установить и обычный навесной замок с ключом, но петли для замка следует крепить мощным магнитом. Если содержимое холодильника ценное, например, лекарства, следует продумать установку внутреннего замка. Если ценное или опасное содержимое имеет не очень большой объем, имеет смысл подумать о покупке маленького холодильника со встроенным замком. В студенческое общежитие подойдет и старый советский холодильник с замком типа ЗИЛ. На промышленных предприятиях, хранящих продукты в нескольких или многих холодильниках, можно на все агрегаты поставить радиоуправляемые замки и открывать-закрывать их из одного кабинета. Установка радиозамка не требует никаких сверлений корпуса, это самый щадящий и эстетичный вариант. Амбарный замок. Амбарный замок надо вешать на дверь погреба, ведь это тоже холодильник, объемный и удобный. Только не у всех такой имеется, зато, открыв его, можно там и посидеть немного и кое-что попробовать. Электронный или магнитный кодовый замок. Кодовый замок – это для людей с хорошей памятью, ведь забыв код открытия, человек рискует навсегда потерять доступ к своим продуктам.
А записывать код на бумажке тоже ненадежно. Бумажку можно потерять или забыть, куда спрятал. Замки на холодильник для тех, кто сидит на диете. Существует категория людей, для которых замок на холодильнике – это способ перекрыть доступ к продуктам для себя любимого. По медицинским показаниям им нельзя есть все подряд, часто и помногу, а ведь хочется. Как в анекдоте, когда одна дама рассказывает другой. Я начала следить за фигурой. И какой результат? Я увидела, что она, фигура, часто по ночам ходит к холодильнику. Вот поэтому и были придуманы способы защиты еды от таких фигур. Сигнализация с таймером. В этом случае замок объединяется с таймером и устанавливается период времени для ограничения доступа к еде. Если нарушитель диеты попытается открыть холодильник, раздастся сигнал тревоги, и заботливые родственники не позволят нарушить режим. Замок викторина. Этот вариант менее шумный, но более ехидный. Таймер не включит звуковую сигнализацию при попытке проникновения в холодильник в запретное время. Просто нарушителю будет предложен набор вопросов на серьезные темы. И холодильник откроется лишь тогда, когда будут даны все правильные ответы. Приборы для коммерческого использования. Под коммерческим пользованием в данном случае принимается использование холодильников в больших торговых центрах, на продуктовых базах, предприятиях пищевой промышленности. Во-первых, там необходим строгий контроль за тем, кто открывает холодильник. А во-вторых, технологический процесс на этих предприятиях действительно требует непрерывной загрузки и разгрузки содержимого холодильных камер. Бегать с ключом вокруг них неразумно, поэтому в подобных случаях организуется система дистанционного контроля и открывания-закрывания дверей. Эта обязанность поручается диспетчеру. Технически такая система строится на основе проводных или радиоканалов связи с телемеханическим контролем состояния дверей. Варианты для хранения медпрепаратов. Медпрепараты на фармацевтическом производстве хранятся в промышленных, коммерческих холодильных камерах. Там открывание и закрывание дверей являются частью технологического процесса производства лекарств. В аптеках пользуются бытовыми холодильниками, а в домашних условиях лекарства держат в том же холодильнике, что и продукты. И в этом случае не исключена возможность порчи лекарств пролитой едой и наоборот попадания сильнодействующих лекарств в пищу. Конечно, и то, и другое недопустимо, поэтому рекомендуется все лекарства, которые должны храниться в холодильнике, складывать в отдельную коробку с ясно видимой меткой, и даже не помешает навесить маленький замочек. Модели с дистанционным управлением. Дистанционное управление запирающим устройством на двери холодильника следует делать, когда холодильников много, а ответственный за них один, и он не успевает бегать и обслуживать все двери. Либо когда у единственного ответственного много другой работы, и он на расстоянии отпирает и запирает дверцу, доверяя определенному лицу. Управлять запирающим устройством на расстоянии можно по радиосигналу, по мобильному телефону, а это тоже радиосигнал, либо по проводной связи, а это телефонная сеть. Стоят такие устройства дорого, но в рамках большого производства затраты себя окупают. Инструкция по самостоятельному монтажу. Умелые люди многое могут сделать своими руками, но совет знающего специалиста никогда не помешает. При желании и умении работать со слесарным инструментом можно даже навесной замок сделать своими руками, но это работа для больших любителей. Электронный затвор. Самое разумное сразу купить мини-холодильник с электронным кодовым замком. А если бывшему радиолюбителю захочется вспомнить детские увлечения, он может спаять схему самостоятельно. Правда, элементная база слегка изменилась, но он найдет в интернете нужную схему, накупит в магазине электронных компонентов и соберет шикарное устройство, которое будет держать холодильник запертым, пока к нему не подойдет человек, знающий тайный код. Конечно, электроника электроникой, а на корпусе дверцы придется просверлить 2-3 отверстия. Главное потом не забыть код. Механическое изделие. Механический запор – это обычный замочек заводского производства, такой, как на почтовом ящике. Для ключа придется в дверце холодильника прорезать скважину. Ну, каждый выбирает, что ему нужнее и на что легче решиться. Здесь появляется задача не потерять единственный ключ. В каждой семье свои заботы. Одна хозяйка думает о том, как наполнить холодильник вкусной и разнообразной едой. А другая о том, как бы дети не залезли туда без спросу и не натворили бед, и в результате вешает на холодильник замок. Автор статьи Екатерина Дорошенко. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик.
Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.